Громкий раскол. Союзники по НАТО переходят от партнерства к соперничеству. Самое мощное оружие развалит альянс? Грязный теракт. Алиев сорвался на иранские власти. Армия готова нанести удар в ответ. Президент отдал приказ. Скандал в Капитолии. Заседание превратилось в военный протест. Охране пришлось применить силу. Удар с воздуха, ликвидация командира, очередные друзья Кремля лишились лидера. Москва молча наблюдает. Противостояние Орбана и Зеленского выходит на новый уровень. Будапешт грозит силовым сценарием. Киев отвечает зеркально. ЕС готовы заплатить за перемирие. Об этих и других самых главных событиях к утру пятницы 6 марта. Спасибо, что вы с нами. Самое важное – найти главное в потоке событий. Меня зовут Алексей Бурлаков. В эфире «Нехта». Начинаем. Президент Азербайджана назвал удар беспилотников по Нахчивану грязным террористическим актом со стороны Ирана и потребовал от Тегерана объяснений, извинений и наказания виновных. Заместитель министра иностранных дел Ирана позвонил в Баку и попросил Азербайджан помочь эвакуировать сотрудников иранского посольства, которые застряли в Ливане. Я сразу отдал распоряжение оказать помощь и направить самолет. И в ответ на все это нанести удар по Нахчивану в уродливой, трусливой и бесстыдной манере. Это пятно никогда не будет стерто с их уродливого и неприглядного лица. Поэтому по дипломатическим каналам будут приняты все необходимые меры. Алиев поручил вооруженным силам подготовить ответные меры. Минобороны страны тоже решила не верить Ирану на слово и призвали прекратить, цитирую, «явное отрицание». Заявление Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран о том, что Иран уважает суверенитет всех стран, и в этой связи опровержение Ираном атак против Азербайджана ни в коем случае не может считаться приемлемым. В Минобороны говорят, что беспилотников было 4, и все они работали точно по координатам. Мы говорили с вами об этом случае в предыдущем видео, там пострадали 2 мирных жителей. Все силовые структуры Азербайджана приведены в полную боевую готовность. В Тегеране обвинения отвергают. Заместитель министра иностранных дел Ирана говорит, что его страна может действовать так только в случае, если на территории соседних стран размещены базы США или Израиля, используемые для атак против Ирана. Ну а на территории Азербайджана как раз таких баз нет. НАТО грозит серьезный раскол. Очень похоже, что между союзниками может возникнуть ожесточенный спор. Касается он самого мощного оружия – ядерного. И стянуть этот раскол сейчас пытается Марк Рютте. Генеральный секретарь заявил, что выступление президента Франции о ядерном сдерживании не связано с сомнениями в надежности США как союзника. В интервью Reuters он подчеркнул, что Вашингтон полностью привержен НАТО. Я знаю, что уже 7 или 8 союзников по НАТО начали переговоры с Францией. Мы также продолжим это обсуждать на уровне НАТО, поэтому я действительно приветствую это. Это усиливает то, что уже делает Франция. Но здесь мы все согласны. Окончательным и высшим гарантом нашего образа жизни, который мы с таким трудом восстановили после Второй мировой войны, в конечном счете является американский ядерный зонтик. Инициатива Макрона только открывает важную дискуссию внутри Альянса о том, как усилить стратегию сдерживания в Европе. В подкрепление слов Генсека Франция официально разрешила США использовать свои базы на Ближнем Востоке. Напомню, президент Макрон выступил с речью о ядерном сдерживании и объявил о планах увеличить французский ядерный арсенал впервые с 1992 года и прекратить публикацию детальных данных о его составе, чтобы усилить стратегическую неопределенность. Также президент Франции представил концепцию продвинутого ядерного сдерживания, предложив партнерам по ЕС размещение французских стратегических авиационных сил и проведение совместных учений. Москва снова играет газовой картой. Владимир Путин предложил правительству проработать вариант немедленного прекращения поставок российского газа в Европу, не дожидаясь вступления в силу новых ограничений Евросоюза. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок, уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться. И здесь тоже нет, хочу, чтобы было понятно, никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют, или через 2, так мне лучше самим сейчас прекратить.
Путин также заявил, что рост цен на газ в Европе связан не с сокращением поставок, а с появлением премиальных покупателей на фоне кризиса на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива. В Евросоюзе уже утвержден график отказа от российского газа. С 17 июня вступает в силу запрет на импорт трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, а с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. Аналогичные ограничения для российского СПГ начнут действовать с апреля 2026 года и января 27-го. При этом ряд стран ЕС, прежде всего Венгрия и Словакия, продолжают активно закупать российский газ через турецкий поток и выступают против полного отказа от российских энергоносителей. ЕС готов помочь Украине восстановить поврежденный нефтепровод «Дружба». По данным Bloomberg, Брюссель рассматривает возможность выделения средств на ремонт трубы, транзит по которой остановился после атаки россиян в конце января. Восстановление работы нефтепровода может разблокировать предоставление Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, который сейчас блокируют Венгрия и Словакия. Финансирование ремонта планируют выделить в рамках уже существующей бюджетной программы поддержки Украины, ну а также направить технических специалистов. Но Виктор Орбан уже включил режим воинственности. Я хочу ясно сказать, мы победим и победим силой. Я не буду заключать никаких пактов, не будет никакого компромисса. Мы победим их, мы сломаем нефтяную блокаду и заставим украинцев возобновить поставки. Не через переговоры, не через компромисс. Мы добьемся этого силой. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя требования Будапешта проверить состояние трубопровода, заявил, что не помнит, чтобы просил проводить какие-либо проверки складов партнеров на наличие ракет для систем ПВО. Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш з 90 мільярдів і у українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим, нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою. Фраза довольно сильная, и ее можно при желании расценить как угрозу. А в том, что желание такое точно есть, сомневаться не приходится. Российские пропагандистские каналы уже публикуют подобные интерпретации. Скандал в Капитолии. Скучные слушания были прерваны армейским протестом. Ветеран морской пехоты США Брайан МакГиннис прервал слушания подкомитета Сената по вооруженным силам антивоенными лозунгами. Сотрудники полиции Капитолия вывели его из зала, после чего в коридоре произошла потасовка. По данным СМИ, рука МакГинниса застряла в двери во время задержания и была сломана. Позже его арестовали по обвинениям в нападении на 3 полицейских, сопротивлении аресту и незаконной демонстрации. До начала слушания морпех выложил в сеть короткое видео о том, что его туда привело. Привет, ребята, я здесь в Вашингтоне, пытаюсь выступить против Сената и спросить их, почему они собираются отправлять наших мужчин и женщин туда, где им грозит опасность, если наши избранные чиновники говорили, что никакой мировой войны не будет. Если кто-то чувствует разочарование и предательство со стороны нашего правительства, вы не одни. Присоединяйтесь к нам и требуйте ответственности за это предательство. Свободу Палестине, свободу Америке. Поехали. Инцидент произошел на фоне протестов против военной операции США против Ирана. Видео произошедшего агентство Reuters на всякий случай проверило, сопоставив кадры с официальной трансляцией заседания и архивными изображениями Капитолия. Видео настоящее. Громкая ликвидация. Убит лидер крупного боевого подразделения. В Ираке ликвидирован один из лидеров проиранской группировки Катаиб Хизбалла или шиитской милиции. Речь идет о Хусейне Аль-Фрайджи, высокопоставленном члене руководства организации, тесно связанной с корпусом стражи исламской революции Ирана. США ранее обвиняли ее в атаках на свои базы, но часто они объединялись с российскими войсками, например, в Сирии, для проведения совместных операций. Также часто РФ делилась с ними разведданными. По информации источников в иракских службах безопасности, он стал жертвой удара по автомобилю к югу от Багдада в провинции Бабиль. Кто именно нанес этот удар, США, Израиль или другие силы, официально не сообщается. Но аналогичные ликвидации командиров, например, Абу-Бакр Аль-Саади в 2024 году, приписывали американским ударам.
18 человек вышли на волю из лукашенковских тюрем, среди них 15 человек, осужденных по делам так называемой экстремистской направленности, можно сказать, политическим. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко. Имена освобожденных не раскрываются. По официальным данным, большинство помилованных женщины, их 11 человек, у 6 из них есть дети, в том числе с инвалидностью. Раньше об этом, видимо, никто не вспоминал. Среди освобожденных также 2 супружеские пары, женщина на последних сроках беременности и одна осужденная, севшая в тюрьму в 16 лет. Все это в рамках подготовки к 8 марта, судя по всему, потому что далее последовало заявление от Лукашенко. И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность. У нас же ТикТок есть. Каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую. А если в другие дни обидит, то можно даже не пробовать. Все правильно сделал, выходит, по логике Лукашенко. Еще и в зависимости от ТикТок признался. А в прошлом выпуске новая страна вступает в войну с Ираном, войска выдвигаются к границе, армия приведена в полную боеготовность, и регион получает еще одну линию фронта. С другой стороны, НАТО реально рассматривают 5-ю статью, или это пока только жесткая политическая рамка? Параллельно срывается наземная операция, кто разрушил планы сопротивления еще до начала штурма. И пока переговоры поставлены на паузу, Кремль делает внезапный ход. Путин лично возвращает военнопленных, и это выглядит как сигнал, который еще нужно правильно прочитать. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже вечером.